Здравствуйте, уважаемые зрители канала Полли. Сегодня я сделаю обзор одной интересной книги, которую я уже прочитала несколько раз и которая может быть особенно полезной для художников и коллекционеров. Сразу могу сказать, что инвестиции в искусство могут быть прибыльными, и даже если вы никогда не интересовались произведениями искусства, но вас интересуют инвестиции, возможно, эта тема будет полезной для вас. Я часто слушаю и читаю разные интервью с коллекционерами, арт-дилерами и выяснила, что среди мировых коллекций живопись входит в топ-3 и занимает первое место. Таким образом, инвестиции в живопись представляют собой значительную часть мировой экономики, и при правильном подходе каждый может разбогатеть, если будет знать, какая живопись дорожает и в какие картины надо вкладывать деньги. Меня, как художника, книга, о которой мы будем говорить, заинтересовала с точки зрения собственных продаж. В любом случае, книга читается легко, в ней много полезной информации, поэтому давайте приступим к обсуждению. Не забывайте подписываться на этот канал Полли, делиться в комментариях, что вы об этом всем думаете, ставить лайки, если информация вам понравилась. Книга называется «Завтрак у Сотбис. Мир искусства от А до Я». Автор Филипп Хук. Для тех, кто не знает, Сотбис – это самый известный в мире аукцион, на котором регулярно проходят торги и где часто продавались дорогостоящие полотна художников за миллионы долларов. Филипп Хук, который написал эту книгу, работал больше 35 лет на арт-рынке. Сначала много лет на не менее известном аукционе Кристи, а затем 20 лет на Сотбис. Прочитав эту книгу, вы узнаете ответы на такие вопросы. Сколько стоит сейчас конкретная картина? Сколько она будет стоить через некоторое количество лет? Как на вашу картину будут реагировать гости, если увидят ее у вас дома? На арт-рынке существуют ценностные приоритеты, и опытный арт-дилер может безошибочно определить ценность той или иной картины. Несмотря на то, что времена и вкусы общества меняются, ценность живописи можно определять, основываясь на вполне осязаемых свойствах. Также нужно сказать, что существуют определенные картины, которые всегда востребованы, и о них мы тоже поговорим. Еще вы узнаете о разных факторах, влияющих на спрос и на то, почему одни картины востребованы, а другие нет. Сразу надо сказать, что картины высочайшего качества востребованы и продаются за хорошие деньги. К тому же, если сравнивать очень хорошую картину и картину лучшего качества, то разница в цене будет весьма ощутима. Поэтому главный совет, который сразу напрашивается для художников – создавайте полотна потрясающего качества, и коллекционеры с удовольствием будут их покупать за большие деньги. Также есть шанс, что картину примут на аукцион и с радостью купят за большие деньги, если эта картина находилась у известного политика, коллекционера, звезды мирового масштаба. Таким образом, картине сразу автоматически присваивается высочайшее одобрение. Даже если картина из одной серии была в коллекции у известного человека, а другая картина из той же серии у неизвестного коллекционера, цены на эти картины будут отличаться. Таким же образом, цена на картину может упасть, если ее владельцы отличаются плохой репутацией. Например, картины, похищенные во время Второй мировой войны, переходили от одних арт-дилеров к другим. Но на солидном аукционе такие картины не удастся дорого продать, если не будет доказательств того, что картина не была похищена, а находилась у владельца на законных основаниях. На стоимость живописи также влияют экономические, политические, культурные, психологические факторы. Также оказывают влияние маркетинговые ходы, отзывы критиков, реклама. Нельзя с точностью сказать, сколько стоит та или иная картина до начала аукциона, потому что в процессе торгов все может поменяться.
Но, имея представление об арт-рынке, можно делать приблизительные прогнозы и удачные инвестиции в живопись. В книге «Завтрак у Сотбис» несколько глав, и я вам кратко расскажу содержание каждой главы. Богема. Как утверждает автор, художники издавна отличаются от основной массы людей. Они живут не всегда богатой, но свободной жизнью, причем свободной в том числе от нравов и обязательств. Многие художники вступали в отношения с разными женщинами, и даже когда у них появлялись дети, не меняли своего образа жизни. Жены и любовницы сменялись в большом количестве, и художники, которым постоянно требовались музы, не видели в этом ничего предосудительного. Понятие богема возникло в XIX веке и являлось отражением романтизма и выражением творческой исключительности. Некоторые даже считали, что кочевой образ жизни с алкогольной зависимостью и причудливыми выходками – обязательное условие проявления таланта художника. Такие художники были интереснее, чем нормальные люди с привычным образом жизни, и художники, которые хотели отнести себя к богемной среде, старались походить на такую публику и даже нередко пренебрегали законом. Изначально центром мировой богемы стал Париж, а впоследствии Берлин и Нью-Йорк. Также указано, что богема из Англии отличалась более сдержанным и культурным поведением, хорошими манерами и не пренебрегала законами. Процитирую слова Мюрже. «Богема – это прелюдия художника. Затем следует академия, отель Дио или морг». Художники того времени и того круга должны были эпатажно удивлять публику, привлекая интерес к своей персоне и своим картинам. Многих художников, которым нравилась богемная жизнь, тяготили семейные отношения, дети, и они путешествовали со своими многочисленными членами семьи, вели цыганскую жизнь. Но даже те художники, которые жили на одном месте, тоже не являлись показательными отцами семейства почти никогда. В книге рассказано, что и в те времена, и в наши дни среди художников существуют как представители подобной богемы, так и интеллигентные господа, преимущественно в Великобритании. Но в книге проскальзывает такая мысль, что художнику все-таки предпочтительнее отличаться в своем образе жизни от основной массы людей, показывая остальным свою избранность и уникальность, как в образе жизни, так и в искусстве. Бренды. Сегодня на арт-рынке есть такое громкое название, как икона, означающее узнаваемость произведения искусства, которое создает его ценность. Именно бренд является синонимом узнаваемости, популярности картин или художника, и именно бренд влияет на цену живописи. Если вы, как коллекционер, будете владеть картиной, которая всем известна, можно сказать, что вы сделаете хорошую инвестицию, которая будет дорожать с каждым днем. Например, многие знают пруд с кувшинками Мане и узнают его среди прочих произведений. Эта картина постоянно дорожает, но менее известные картины Мане не такие популярные и оттого так интенсивно в цене не растут. Творческий кризис. Многие художники иногда испытывали творческий кризис и апатию, во время которых не могли нормально работать и плохо себя чувствовали, как теперь говорят, в психологическом плане. Некоторые художники оставили после себя дневники, в которых описывали свои душевные терзания и невозможность приступить к работе. От себя могу сказать, что для художника это хорошая идея завести дневник художника и отмечать там свои мысли, ощущения и идеи, которые так или иначе влияют на его творчество. Также стоимость некоторых картин после смерти художника выше, чем других, если они были упомянуты в его дневнике с какой-то интересной историей. Но, как правило, в своих дневниках художники занимались самоанализом и описывали разные эмоции, преимущественно неприятные и мучающие их. Коллекционеры более благосклонны к художникам,
которые отличаются эмоциональной неустойчивостью, а если художник лечился в клинике для душевнобольных или покончил с собой, его картины иногда становятся дороже в связи с этим, потому что есть мнение, что талант граничит с безумием. Женщины-художники. Был подсчет общего числа художников 2300 художников, чьи работы экспонировались в Лондонской национальной галерее, и выяснили, что из этого количества женщин-художниц было 4 штуки. В прежние века к женщинам было такое отношение, что было удивительно, если женщина могла что-то красивое нарисовать. Женщин не считали достойными искусства и вообще чего-то стоящего. И долгое время женщин среди художниц почти не наблюдалось. Но даже когда в XVII-XVIII веках некоторые женщины-художницы стали известными, мужчины почти не заказывали им свои портреты, только другие женщины. Во второй половине XIX века женщин-художниц стало больше, а в наши дни любая женщина может заниматься живописью. Я вижу в этом прогресс в современном обществе и считаю, что искусство должно быть доступным каждому. Еще хочу сказать пару слов о такой главе, как образы. Некоторые картины представляют собой не просто живопись, а целое отражение эпохи или образ. К таким картинам относятся «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Крик» Мунка. Эти картины знают во всех странах мира, и их интерпретации были перерисованы многими художниками в разных стилях. Помимо того, что эти картины были похищены и возвращены, они очень дорогие. Интересный факт, касающийся картины «Крик», состоит в том, что во время торгов были сделаны ставки, и была выиграна ставка, которая отражала почти точную цену в 125 миллионов. Это означает, что существует в мире какой-то эксперт, который лучше всех разбирается в цене на искусство, если, конечно, цена не была угадана, что маловероятно. Измы. В искусстве существует такое направление, как измы, которое очень любят искусствоведы. Их изобретают с XIX века разные художественные критики и маркетологи, которые стремятся набить цену картинам определенного художника или стиля. Например, первым британским измом был прерафаэлитизм. Далее, как вы, вероятно, знаете, были импрессионизм, кубизм, модернизм и прочие измы. Есть версия, что для того, чтобы стать ближе к потенциальным покупателям, художнику желательно примкнуть к какому-то изму, потому что многие коллекционеры выбирают для себя направление в искусстве, какой-то изм и покупают картины, которые к нему относятся. Неволя для художника. Некоторые художники бывали в тюрьме. Это было свойственно их натуре, потому что они часто выступали против общественных норм. И три основные причины, по которым они попадали в тюрьмы – долги, политические преследования и обвинения в непристойном поведении. На стоимость картин тюремные сроки художников не особо влияли, но в целом подобные истории интересны коллекционерам. Сохранились дневники разных художников, которые заслуженно или нет были отправлены в тюрьмы и с негодованием писали об этих днях в своих мемуарах. Безумие. Многие художники страдали разными психическими и нервными отклонениями. Часто это было связано с их особенностями психики, но, возможно, их одиночество и частая работа без посторонних людей вводили их в депрессию и излишний самоанализ. Многие художники попадали в психиатрические больницы. Некоторые художники сами обращались за помощью к психиатрам, ощущая в этом потребность. В книге есть две точки зрения относительно связи искусства и психиатрических заболеваний. С одной стороны, можно представить себе, что искусство приводит к некоторым проблемам с психикой и является причиной болезни. Но вторая точка зрения говорит о том, что искусство как раз помогает художнику бороться с психическими отклонениями и выступает в роли целительного средства. В
книге сказано, что вообще безумие– это часть мифа, который окружает мир художника. Причем указано, что психические отклонения художников привлекают коллекционеров, а телесные заболевания лучше не указывать. Коллекционерам это неприятно, и они видят связь таланта только с нервными и психическими заболеваниями художника, поэтому ценят картины такого автора несколько выше. Арт-рынок считает, что если у художника были приступы безумия, возможно, это является доказательством его гениальности. Муза или натурщица художника. С музами у художников были особые отношения. В большинстве случаев художники заводили себе любовниц, в редком исключении жен, которые становились их музами на долгое время. Были, конечно, художники, которые предпочитали частое разнообразие в музах, но большинство художников какое-то время посвящали отношениям с одними и теми же женщинами. В книге сказано, что в наше время стать профессиональной натурщицей выгодно и даже престижно. Это приносит деньги, изображения натурщицы могут стать всемирно известным портретом. А если художник влюбляется в натурщицу и делает ее своей музой, он может ее боготворить, тратить на нее деньги и даже жениться. Для некоторых художников муза была источником вдохновения. Именно по той причине, что не вступала в отношения с художником, она оставалась для него недосягаемым лаковым кусочком. Так как художники зачастую являются психически неуравновешенными людьми, бурные романы и влюбленность в муз позволяют им создавать яркие и талантливые картины, которые отличаются особой энергетикой. Муза вносит в жизнь художников не только свое прекрасное тело, но многие музы помогают художникам эмоционально проживать трудные периоды их жизни и творчества, когда они ощущают себя неприкаянными, не слишком успешными, когда их мучает какая-то тоска или меланхолия. Музы находятся рядом и подпитывают художников своей энергетикой. И каждый художник выбирает тот темперамент, который ему нужен. Кому-то нравятся нежные, мягкие женщины, а кому-то страстные и непокорные. История отношений художника и его музы также влияет на стоимость картины. И если муза рано уходит из жизни, картины с ее изображением возрастают в цене. Кварталы и колонии. Районы, которые обживали художники, считались особыми кварталами богемы, и этот мир окружал таинственным ореолом художественную среду, как и многие другие. Во Франции в XIX веке появилась коммуна художников, и их сообщество влияло на развитие искусства не только во Франции, но и во всей Европе. В Лондоне также появились кварталы художников и оказывали влияние на британский арт-рынок. В конце XIX – начале XX века появились колонии художников, представляющие собой сельские сообщества, когда художники проводили время на природе, катались на лодках, рисовали друг друга, в том числе без одежды. Идеи и стили таких колоний влияли на творчество отдельно взятых художников, и даже появилось такое понятие, как стиль колонии, такой бренд, который повлиял на стоимость картин художников, состоящих в этом сообществе. Колонии художников существовали в разных странах, и последней известной колонией до Первой мировой войны считается место на юго-западе Франции, куда художники выезжали вместе с едой, выпивкой и любовницами, где им было дешевле жить и работать, чем в Париже, и там они могли наслаждаться свободой и творчеством. Бруно Хет, год 1929. В книге рассказана интересная история о неизвестном художнике из маленькой деревушки, которого обнаружил якобы сам Гиннес. Летом 1929 года была анонсирована выставка картин в лондонском доме светского льва Брайана Гиннеса. Пришедшие гости и критики с интересом рассматривали работы, и даже некоторые работы им показались неплохими. Сам художник присутствовал на выставке, но вблизи его никто разглядеть не смог. Но впоследствии оказалось, что Хет был выдумкой, что никакого художника не было.
Для выставки работы были созданы известным сюрреалистом. Весь этот проект был придуман, чтобы показать напыщенность современного искусства, а роль присутствующего художника исполнял загримированный Том Митфорд. Тем не менее, в 2009 году Сотбис продал картину с той выставки за 18 700 фунтов стерлингов. В книге рассказаны истории и о других вымышленных художниках, чьи работы были представлены публике. Так что мистификация тоже имеет место быть на арт-рынке. Самоубийство. Многие известные художники покончили с собой по разным причинам. Чаще всего это была бедность, долги, алкоголизм и разочарование в жизни. Надо сказать, что спустя много лет их картины приносят владельцам и арт-дилерам тысячи и миллионы долларов. Но при жизни многие художники влачили жалкое существование и даже не смогли справиться с трудными жизненными обстоятельствами. Абстрактное искусство. Такой вид живописи, как абстрактное искусство, сделало настоящий переворот на арт-рынке. Абстракция известна многим не только как вложение средств, но и как художественное произведение. Когда на арт-рынке стали оценивать абстракционистов, то выросли в цене и картины художников, которые были перед ними, и эксперты пришли к мнению, что предыдущие художники предвосхитили абстракционизм. В книге указано, что слово «предвосхитили» является одним из любимых слов у искусствоведов. Видимо, это связано с их привычкой искать везде какие-то истории, относящиеся к картинам и художникам. Чем же интересна абстрактная живопись? Глядя на не совсем понятную картину, зритель не до конца понимает, что и как изображено, и у него появляется множество интерпретаций, которые он сам может додумать в зависимости от своего настроения или жизненного опыта. Гнев и экзистенциальный страх. В искусстве различают два вида гнева – положительный и отрицательный. К отрицательному относится унылая эмоция, недовольное выражение лица, агрессия. Картины, которые выражают подобные эмоции, недорогие и не представляют большой ценности. Покупатели предпочитают видеть радость, счастье, удовольствие, а не унылое отношение к жизни. Второй вид гнева – положительный, экзистенциальный страх или ангст. Такое слово с одной гласной буквой. Ангст – слово немецкого происхождения и означает особые душевные переживания у художника. Неверие в собственные силы, разочарование и какую-то искренность в этом всем, которая привлекает покупателей. Картины, создающиеся под воздействием этих эмоций, стоят дороже, чем в первом случае. Животные. Во все времена животные были отражены в произведениях искусства, а в XIX веке появилось такое понятие и стиль, как антропоморфизм. Стали изготавливать мебель с элементами животных лап и когтей, стали изображать портреты людей с чертами животных. Одним словом, стали переносить признаки животных на другие предметы, в том числе и на произведения искусства. Многие художники и художницы специализировались просто на милых изображениях животных. В книге сказано, что в наше время популярны картинами с изображением птиц. Их охотно приобретают охотники. Но надо отдать им должное, они предпочитают картины с живыми птицами, а не с подстреленной дичью. Диких животных, как правило, пишут с какой-то героической чертой, например, смелого льва, взирающего на свою добычу. Некоторые художники рисуют коров или овец, и на такие картины тоже находятся покупатели. Скорее всего, потому что подобные картины их успокаивают, либо вселяют в них уверенность или воспоминания из детства. Овцы и коровы на картинах популярны по сей день, а мюнхенский художник Кёстер рисовал уток, и спрос на его картины был просто огромный. Так что анималистическая тематика может быть тоже прибыльной, если художник найдет свою нишу. Отдельная глава в книге посвящена разному неприятному искусству, которое я не хочу подробно обсуждать. Если захотите, прочитайте сами. Могу лишь сказать, что там обсуждаются так называемые произведения искусства, созданные из разных неприятных материалов.
Вербальные редимейды – это картины, изображающие слова. Если вы иногда посещаете онлайн-галереи, наверняка вам попадались разные картины с изображением фраз или одного единственного слова. Эти слова создают смысл картины, и есть даже скульптуры, которые тоже представляют собой слова. Это могут быть какие-то рекламные слоганы, юмористические фразы, глубокомысленные изречения. На контрасте в музее возле других картин подобные произведения искусства могут произвести впечатление на зрителей, как сказано в книге. В целом такой вид искусства, как мне кажется, на любителя. Кич. Термин «кич» произошел от немецкого слова, означающего «обесценивать». В наше время кич воспринимается как низкопробная продукция, рассчитанная на невзыскательный вкус. В книге приведен пример, когда пакет с мусором под воздействием некоторой трансформации превращается в арт-объект. Надеюсь, вы поняли, что такое кич в искусстве. Меня такие произведения не интересуют, поэтому долго о них говорить не будем. Также в книге есть и другие подобные примеры подобных инновационных арт-объектов, таких же не особенно ценных в моем понимании. Единственное, на что обратил автор, размещая эти примеры, это наличие или отсутствие иронии. Но, на мой взгляд, такое произведение ценности все равно не представляет. Отдельное направление в живописи составляют кардиналы. Это картины, изображающие духовных лиц в непривычной обстановке, например, на природе или в домашней одежде. Иногда в картину зашифровывался тайный политический смысл с намеком на ту или иную мысль. На некоторых картинах кардиналы изображены в окружении прелестных прихожанок, а некоторые показывали тайну исповеди с пышногрудыми красавицами. Некоторые кардиналы изображены с кричащими ртами, а некоторые падающие на землю. Одним словом, отдельно взятые художники, видимо, получали удовольствие от создания подобных картин, которые имеют место быть на арт-рынке. В книге указано, что такие сюжеты хорошо продаются. Концептуальное искусство. Что относится к понятию концептуальное искусство? Например, это груда конфет, насыпанная художником. Вам может показаться, что такую груду конфет может сделать кто угодно, но в арт-среде только концептуальным искусством считается груда конфет, насыпанная самим художником, у которого есть сертификат подлинности на это искусство, у него или его наследников. В основе лежит идея, которая важнее, чем средство выражения этого произведения. Можно рационально решить, что гора мусора не представляет особой ценности, а конфеты могут испортиться. Но арт-рынок придумал, как делать деньги на этом виде искусства, и стали принимать во внимание фиксацию арт-объекта. Это приводит к тому, что продают свидетельства о собственности даже без наличия самого арт-объекта. Это как акционерный сертификат, который тоже можно вставить в рамку и заново продать. Эротическое искусство. Такие сцены, разумеется, имеют место быть и довольно распространены в искусстве и в прошлые времена, и в наши дни. Роден говорил, что в искусстве нет и не может быть ничего безнравственного. Искусство всегда священно, даже когда изображает страсть в ее предельно допустимых проявлениях. По мнению автора книги и, судя по всему, по мнению того же Родена, если картина вызывает возбуждение, она относится уже не к произведению искусства, а к другому стилю, который мы сегодня не обсуждаем. Многие коллекционеры собирают именно картины с эротическими сценами, четко отделяя их от непристойных произведений. Считается, что красивая эротика как арт-объект имеет определенную ценность, если картина не демонстрирует порочную искушенность. Даже откровенные позы и отсутствие одежды не являются чем-то предосудительным, если эксперты в области искусства определили конкретную картину как эротику, а не как что-либо другое. В книге сказано, что продавая эротические картины, нужно обращать внимание не на соблазнительные нюансы, а на концепцию картины. Например, можно назвать это образцом бескомпромиссного реализма. И тогда картина приобретает ценность как произведение искусства, то есть изъятие из одного контекста и помещение в другой меняет суть произведения.
делая его более приемлемым и вроде как более приличным. Экзотика. Экзотические пейзажи и в прошлые времена воспринимались публиком с восторгом, и в наши дни пользуются высоким спросом. Людей интересуют дальние страны, неведомые континенты. Им хочется приобщиться к красивым пейзажам, к идеальным уголкам природы. Если вы являетесь путешественником и готовы рисовать дальние уголки природы, не сомневайтесь, что ваши картины будут интересны многим зрителям и коллекционерам. Людей манят приключения, яркие сюжеты, а также перемены, которых не хватает им самим. Первой страной, которая стала рисовать экзотические пейзажи, стала Италия. В XVI-XIX веках многие живописцы приезжали в Италию, чтобы проникнуться духом античности и узреть прекрасные ландшафты. В те века Италия была вообще сильно разрекламирована, и туда были организованы постоянные туры для покупки картин, для туристического отдыха, а также для того, чтобы завести себе сладострастную любовницу, как это написал Стендаль. Итальянские пейзажи производили на многих иностранцев неизгладимое впечатление, и далеко за пределами Италии ходили легенды о горячих итальянских женщинах, которые якобы весьма податливы из-за жаркого климата. Арабский мир. Со второй половины XIX века многие европейские художники устремились в арабские страны, а также в Египет, Сирию, Турцию, Персию. Самая востребованная тема, которую охотно покупали в виде живописи, это были изображенные гаремы с наложницами и прислужницами, а также рынки рабов и бани. Женские бани изображались таким образом, что белокожие женщины приходили туда со своими чернокожими рабынями, которые помогали им мыться, вытирали их, массировали. И такие картины имели огромный успех у европейских покупателей. Картины зачастую транслировали эротику, но художники оправдывали себя тем, что это экзотическая страна и там так принято. В живописи активно прослеживался контраст белых женщин и черных рабынь, и европейцам такое искусство очень нравилось. К концу XIX столетия одалиски изображались с кальянами и томными позами и напоминали уже французских натурщиц, доступных и привычных для европейцев. Когда многие арабы разбогатели вследствие открытия нефтяных месторождений, они сами стали выкупать эту живопись у европейских художников, хотя она предназначалась для других европейцев, чтобы познакомить их с чужой культурой. Япония. До середины XIX века Япония больше 250 лет оставалась закрытой страной, но с 1853 года завязались культурные и торговые отношения между Японией и другими странами. В Париже и Лондоне стали появляться в продаже картины японских художников и произвели сенсацию. К тому времени академизм и романтизм надоели европейцам, и они увидели искусство совсем с другой стороны, свежее и лаконичное. Ван Гог обожал японское искусство, у него была коллекция из более чем 200 ксилографий, которые он иногда изображал на своих картинах на заднем плане. Также Ван Гог овладел искусством рисунка тушью, тростниковым пером, как это делают японцы. Таити. В конце XIX века художники искали все новые и новые места для своей живописи, уезжали все дальше и дальше. И одним из таких экзотических мест был остров Таити. На Таити среди прочих художников приезжал и Гоген и очень радовался нетронутой красивой природе, а также свободным нравам в отношениях. Таким образом, экзотика Таити нашла отражение в живописи конца XIX века. Сегодня коллекционеры на арт-рынке ищут таитянские работы Гогена и готовы платить за них больше, чем за его другие работы. Жанровая живопись. В XIX веке появились новые меценаты, которые повлияли на создание новой живописи. Какие же сюжеты были популярны? Тихая семейная идиллия, благопристойные свидания, чаепития, возвышенные сюжеты. Такая буржуазная живопись стала в Европе очень популярна. И ее популярность не падает до сих пор.
Милые дети, приятная атмосфера, душещипательные домашние животные – все это продолжает нравиться покупателям картин. Художники осознанно разрабатывали этот жанр, который показывает приватную жизнь, и даже старались приоткрывать какие-то тайны, неведомые широкой публике. Также многие художники перенесли жанровую живопись в контекст исторических событий. Например, тех же матерей с младенцами стали изображать во времена прошлых веков, и покупатели картин продолжали восхищаться этой тематикой. Такое отношение к жанровой живописи происходит от того, что зритель ассоциирует себя с персонажами, размещенными на картине, сопереживает и охотнее расстается с деньгами при покупке полотна. Эта жанровая живопись не была предназначена для воспитания высокой культуры, а скорее развлекала и забавляла, пользовалась популярностью у среднего класса, который и был главным покупателем картин тех времен. Именно тогда и произошло разделение популярного искусства и элитарного, и это разделение существует до сих пор. На крупных аукционах до сих пор викторианская живопись продается отдельно от остальных картин, чтобы публика могла удовлетворить потребность в жанровых картинах. Историческая и религиозная живопись. Исторические картины продаются плохо. Зрители считают их слишком театральными, жестокими и непонятными. Иконография также не пользуется спросом, так как мало существует экспертов, которые разбираются в мифологии разных народов. Если кто-то и покупает историческую картину, то в большей степени для украшения интерьера, а не ради того, чтобы любоваться сюжетом. Также не пользуются популярностью картины старых мастеров на библейские темы, потому что персонажи, как правило, умирают, и зрителям не нравятся темы мученичества. Среди исторических картин пользуются популярностью только самые известные полотна, а также изображения мужчин и женщин с подтекстом соблазнения. Импрессионизм. Это художественное течение очень популярно, и многие коллекционеры готовы платить за картины в этом стиле огромные деньги. Импрессионизм является антидепрессантом. На нем изображен солнечный свет, играющий в листве, и многие подобные картины находятся в приемных врачей. Существует множество тем, которые рисуют импрессионисты. Пейзажи, освещенные солнцем или фонарями, застолья в приятной обстановке, без каких-либо трагедий, концертные залы, театры, приятные морские пейзажи, праздники, рестораны, скачки, солнечный свет. Чем лучше и солнечнее погода на картине, тем она дороже продается. Новаторство. В канун Первой мировой войны в искусстве появилось такое течение, как новаторство. Сегодня оно пользуется популярностью у коллекционеров. Считается, что если сегодняшнее искусство не поражает новизной, значит ему чего-то недостает. Современные аукционы продают отдельно современное искусство, и оборот с этих продаж выше, чем на картины старых мастеров. В книге сказано, что некоторые современные художники с опломбом рисуют на свой лад копии старинных картин в современном стиле и даже выставляют их рядом с оригиналами. Но также сказано, что интерес к современной старинной живописи периодически чередуется. Интерьеры. Живопись с изображением интерьера пользуется популярностью. Она считается завершенной и понятной. Такие картины с удовольствием покупают в наше время. Иногда художники прибегают к такому приему, как изображают интерьер, а через окно дополнительное пространство, например, пейзаж. Хуже всего продаются церковные интерьеры. Лучше всего продаются такие интерьеры, как гостиные, ванные комнаты, номера отелей, детские комнаты, мастерские художников начала XIX века с видом на Рим, парижские мансарды с видами крыш, а также минималистические интерьеры с одним стулом в датском стиле. Пейзажи. Если художник хочет продать пейзаж дорого, место, изображенное на пейзаже, должно быть узнаваемым. Если помимо пейзажа на картине есть какой-то сюжет, например, спортивное состязание или летящий шар, она будет стоить дороже. Когда торговцы картинами 100 лет назад это поняли, они стали приглашать реставраторов, чтобы дорисовывать на имеющихся у них пейзажах сюжеты. То же самое касается и морских пейзажей. Чем спокойнее море, тем картина дороже. Любые грустные пейзажи, плохие погодные условия снижают стоимость картины. Некоторые города, изображенные на картинах, особенно популярны, к ним относятся Венеция, Рим, Флоренция и Париж. Также в книге сказано, что на момент написания книги
Появление русских олигархов поспособствовало спросу на виды Москвы и Санкт-Петербурга, а турецкие коллекционеры стали вводить в моду виды Турции, например, Стамбула. Сюжетно-тематическая живопись. Такая живопись большого формата возникла в викторианскую эпоху и служила иллюстрацией к литературным произведениям. Сегодня она не пользуется популярностью. Важную роль в подобных произведениях играли названия. До середины XX века покупатели уже и слышать не хотели о сюжетно-тематической живописи. Но в современном искусстве она опять стала интересной в виде поп-арта в качестве иллюстраций к анекдотам, назидательным изречениям и рассказам. Ню. Это жанр, в котором герои картин изображены без одежды. Такие картины хорошо продаются при условии, что это портрет привлекательного человека. Обнаженные женщины продаются лучше, чем мужчины. В прежние века в стиле ню изображали нимф и Венер, а современная живопись показывает реальных женщин, красивых и соблазнительных, и такие картины пользуются популярностью. В XIX веке художникам разрешали изображать обнаженных людей при условии, что это будет изображено в контексте античности или в антураже других культур. И многие банкиры и маклеры щедро платили деньги, приобретая по факту эротические картины под видом респектабельного искусства. В современном искусстве у художников начались проблемы, потому что, показывая обнаженную девушку в наше время с дерзким взглядом и в раскованной позе, художник открыто демонстрирует, например, опытную куртизанку. И современный реализм в стиле ню по законам арт-рынка считается не совсем приемлемым, хотя на такие картины есть свои покупатели. Портреты. Картины на арт-рынке можно разделить на следующие категории: изображения красавиц, изображения известных людей, портреты с психологической глубиной. Всегда портреты красивых женщин, особенно в хорошем настроении, дороже мрачных старцев, даже если старцы написаны намного профессиональнее. В книге дан совет, как понять, есть ли коммерческая ценность у женского портрета. Подумайте, хотели бы вы появиться на званом обеде с этой дамой. Кроме того, изображенные горизонтально картины с лежащими дамами продаются дороже, чем стоящие или сидящие. Картины с изображенными мертвыми женщинами непопулярны и в цене не растут. Также на цену портрета играют изображенные аксессуары, и одни атрибуты делают картину дороже, чем другие. Некоторые модели стали известными, потому что их портреты писали известные портретисты. Как же художники становятся богатыми и востребованными, работая с портретами на заказ? Многие художники старались и стараются максимально польстить модели. Например, британский художник Хопнер в XIX веке рисовал максимально красивое лицо, затем немного исправлял его, чтобы было сходство с оригиналом. И когда модель восклицала «ну вот, теперь похоже», он оставлял работу и больше ее не дорисовывал. Также была такая хитрость, что у художников были ассистенты, которые тоже подыгрывали и в нужный момент восхищались сходством картины с оригиналом. Это был коммерческий продуманный ход. Еще один вид портретов, который издавна востребован и популярен у коллекционеров, это автопортреты художников. Покупатели картин считают, что такие портреты отражают психологическую глубину, и сам себя художник показывает правдиво и знает себя лучше всего, поэтому автопортреты ценятся высоко и в наши дни. Железные дороги. Многие люди любят железные дороги, и такие картины продаются хорошо. У одних рельсы и поезда ассоциируются с техническим прогрессом, у других с уверенностью, которую придают идущие по расписанию рельсы. Третьи любят путешествовать и тоже с удовольствием покупают подобные картины. Четвертым нравятся пейзажи с прочерченными рельсами. Также есть два вида сюжетов, которые интересны коллекционерам, связанные с темой железных дорог. Это сюжет на платформе или на вокзале, а второй в купе вагона. Платформа зачастую отражает драматизм прощаний и расставаний, а купе часто отражали классовое различие между богатыми и бедными пассажирами. Когда железные дороги стали прокладываться повсеместно, многие разбогатевшие на этом промышленники стали вкладывать деньги в искусство. Кроме того, железная дорога позволила художникам быстрее добираться в сельскую местность и писать пейзажи, которые до тех пор были им недоступны. И есть еще такая версия, что быстрая техника импрессионизма тоже пошла с тех времен, когда художник приезжал в сельскую местность, быстренько рисовал пейзаж с помощью мазков, а вечером на поезде уезжал в привычную городскую атмосферу.
Дождь. В целом солнечные радостные пейзажи всегда продаются лучше, чем дождь, снег или наводнение. Но есть некоторая категория покупателей, которые все же могут приобрести картину с дождем. Но нужно понимать, что живопись с изображением плохой погоды – это коммерческий риск. Но есть нюанс, который делает любой пейзаж более привлекательным, независимо от погоды. Это зонтики. В прежние времена художники также активно использовали зонтики от солнца, а в наши дни зонтики от дождя являются смягчающим элементом для пейзажа с дождем. Зонтики положительно влияют и на динамику продаж. Но если говорить о картинах с дождем без зонтиков, то такие картины чаще всего вызывают удручающие ощущения, мало кто хочет повесить такой пейзаж у себя дома, поэтому подобные картины плохо продаются. Спорт. Многие коллекционеры, особенно из Великобритании, считают, что безопаснее купить картину с изображением спорта, чем сложный психологический портрет. Самыми востребованными являются картины со скаковыми лошадями и арабскими жеребцами. Далее по популярности идут, к сожалению, дикие животные и птицы, которые привлекают охотников. Сегодня популярны разные спортивные игры, такие как теннис или гольф. И коллекционеры охотно приобретают картины со спортивной тематикой. Натюрморт. Стоимость натюрморта зависит от того, какие цветы, фрукты и предметы на нем изображены. Больше всего популярны натюрморты с цветами. Фрукты предпочтительнее, чем овощи. А если присутствует дичь, это отталкивает покупателей, особенно если видны капли крови. Любая жестокость вообще делает произведение искусства менее ценным и востребованным. Например, на аукционе Кристи пробовали дорого продать картину с мертвым кроликом, объявив его спящим, но обмануть никому не удалось, и выше стартовой цены никто не дал. Кроме мертвых животных и людей, на картинах также не рекомендуется изображать черепа, они тоже напоминают покупателю о смерти, и такие картины покупают нечасто. С тех пор, как Ван Гог рисовал подсолнухи, они всегда хорошо продаются и в наши дни. Еще популярны натюрморты с книгами и музыкальными инструментами, а также вещи, которые как бы говорят о своем хозяине. Например, оставленная обувь может говорить о своем хозяине так же, как автопортрет отсутствующего, и такие картины интересны некоторым коллекционерам. Сюрреализм – это мистицизм для материалистов. Картины с придуманными сновидениями и психоделическими сюжетами и раньше интересовали коллекционеров, и сейчас популярны у разных ценителей сюрреализма. На развитие этого стиля повлияли и работы таких известных людей, как Фрейд, и стиль хиппи также внес свой вклад в это течение искусства. Сюрреализм – это абсурдные фантазии, подобно книге «Алиса в стране чудес». Золотой век сюрреализма приходится на 30-е годы. Картины того времени в этом стиле продаются дороже всего. На аукционных торгах сюрреализм продается отдельно. Именно благодаря этому интерес к данному стилю подогревается и не угасает. Представители аукционных домов говорят в СМИ, что прислушиваются ко мнению общества, но втайне мечтают влиять на арт-рынок самостоятельно. Для того, чтобы подогреть в обществе интерес к какому-то течению, аукционные дома используют разные способы, в том числе маркетинговые ходы, рекламу, приобщают карикатуристов. И таким образом им удалось сделать популярным стиль сюрреализм. Война. Художники, побывавшие на войне, пользуются большим спросом, чем художники, которые просто ее изображают. Эти различия в цене появились со времен Первой мировой войны. В картинах на военную тематику принято воспевать милитаризм, патриотизм, идеи, за которые не жалко умереть, освободительные движения. В книге сказано, что не так уж много осталось в истории прославившихся художников, которые рисовали войну. Во многом это связано с тем, что они выжили, а не умерли. Вообще, автор книги неоднократно упоминает, что чем раньше художник умрет, тем дороже будут его картины. Подлинность картины. Для того, чтобы подтвердить подлинность картины, существуют разные способы. Подпись на картине и общий высокий уровень исполнения живописи помогают убедиться в авторстве художника. Также существуют официальные каталоги, в которых есть перечень всех картин художника, и нужно проверять, включена ли картина в каталог.
Существуют экспертные комиссии, помогающие восстановить авторство. Они могут дать сертификат подлинности и, если нужно, включить неизвестную картину в официальный каталог. Если эксперты расходятся во мнении, аукционный дом выставляет картину на торги и указывает оба мнения о возможном авторстве работы. Если же эксперты говорят, что картина подделка, ее стоимость катастрофически падает, даже если работа выполнена профессионально. Есть вид коллекционеров, которые собирают неподписанные картины с интересным содержанием. Как правило, это не богатые люди, но нужно понимать, что если удастся установить авторство и будет ясно, что картина принадлежит известному художнику, она резко вырастет в цене. Цвет. Яркие цвета хорошо продаются. Лучше всего продаются красный и синий. Иногда покупатели приобретают картину именно ради цвета, который подходит для их интерьера, не особо разбираясь в искусстве. В целом красный цвет оказывает притягательное воздействие на людей, и когда художник даже немного вносит красного цвета в картину, он увеличивает ее шансы на продажу. Эмоциональное воздействие. Если картина способна вызвать эмоции, значит она высокого качества. В искусстве больше всего людей трогает музыка. Она способна вызвать слезы и бурю эмоций. Также люди могут испытать немало эмоций от литературы, театра, а живопись находится в самом низу эмоционального воздействия. Только искренние эмоции важны, когда они появляются у человека, смотрящего на картину. Если живопись способна всколыхнуть в душе человека какие-то чувства, эта картина представляет ценность, и покупатель обязательно приобретет ее, если сможет себе позволить. Подделки. Иногда подделками являются картины с неправильно установленным авторством. Но, конечно, арт-рынок насыщен разными видами мошенничества, и подделки были с давних времен. В наши дни определить подделку помогает научный анализ, показывающий, например, что живопись, написанная краской, не является старинной, потому что такая краска изобретена совсем недавно. Издавна было изобретено устройство для искусственного состаривания картин. В книге есть иллюстрация, демонстрирующая такое устройство. Как мне кажется, это что-то похожее на коптильню, на которой развешивали картины и обрабатывали их дымом, который, видимо, придавал им элементы старины. Если мошенник пытается подделать подпись, это уголовно наказуемо. Но некоторые мошенники под видом буквы размещают, например, травинку, и такое хитрое действие позволяет им избежать наказания. Современное искусство по разным причинам намного проще подделывать, и особенно потому, что оно сильно отличается от работ старых мастеров. Мошенники имеют разные техники фальсификации, покупают поддельные сертификаты и даже меняют данные в архивах, внося туда лживую информацию о нужной картине. Арт-рынок ворочает большими деньгами, поэтому аферисты ни перед чем не останавливаются. В аукционных домах существует механизм возмещения ущерба на случай, если окажется, что проданная картина оказалась подделкой. Поэтому тема подделок для экспертов и работников аукционных домов является болезненной. Завершенность. Степень завершенности важна для картины, и ради этого художники иногда жертвуют какими-то штрихами. Если картина выглядит незаконченной, она не будет дорогостоящим товаром. Сложно с точностью определить, является картина завершенной, целостной или нет. У каждого художника свое представление о том, когда работа над картиной должна быть закончена. Рама. На цену картины влияет не только качество живописи, но и рама, в которую она обрамлена. Рама может как улучшить восприятие картины, так и испортить внешний вид и желание ее купить. На аукционах есть такая хитрость – продавать недорогие картины дорого, вставив их в рамы, похожие на рамы прежних веков. Покупателям нравится дорогой вид рамы, и они, не особо разбираясь в искусстве, платят немалые деньги. Если же продается старинная картина в раме, в которую ее поместил сам художник, это намного увеличивает цену картины. Вообще старинные картины продают в рамах того же стиля, того же времени, который соответствует самой живописи. Что такое гениальность? Это непередаваемое ощущение восторга в сочетании с простотой. Гениальные картины кажутся понятными и простыми, но в то же время они производят неизгладимое впечатление. Такая живопись не остается незамеченной, и во все времена появляются шедевры, которые можно было отнести к гениальному искусству. Природа подражания жизни.
Подражание природе всегда волновало художников. Они старались передать максимально точное изображение, и абсолютный реализм называется гиперреализм. Этот стиль всегда имел поклонников, и в наше время есть немало покупателей, которым нравится, когда художник рисует пейзажи правдиво и похожи. Англичане предпочитают выписывать каждый листик и кропотливо повторять пейзаж на холсте. А французский импрессионизм они иногда не ценят и воспринимают как небрежное рисование. Но импрессионисты показали обществу, что можно воспринимать пейзажи в совершенно другом виде, и на арт-рынке есть приверженцы и того, и другого вкуса. Плохие дни хороших художников. Иногда у художников не получается нарисовать картину, это может быть связано с плохим настроением или самочувствием, и тогда они счищают краску и рисуют картину заново. Но бывает так, что не самую удачную картину покупают, и потом общество делает выводы, что вот такую низкопробную живопись нарисовал данный художник. После смерти художника остается много картин, и среди них попадаются плохие картины. Тем не менее, родственники стремятся заработать и продают все, что только можно после смерти художника. Существует практика, изготавливается штамп с подписью художника и проштамповываются все неподписанные работы, чтобы их можно было продать. Так что если художник считает, что какие-то работы откровенно плохие, ему лучше их уничтожить. Хотя лично я считаю, что каждая работа важна и цена, как показатель становления художника. Но в книге говорится о том, что плохие работы после смерти скорее портят репутацию художника, хотя это все относительно. Реставрация. Под безупречной поверхностью картины часто кроются дефекты. И если покупатель о них узнает, то картина сразу резко подешевеет. Некоторые арт-дилеры считают, что картины, как женщины, когда стареют без реставрации, им не обойтись. Другие не согласны с этим мнением, они утверждают, что реставрация – это не ремонт в доме и что реставрация наносит картине большой ущерб. Существуют разные виды реставрации, например, при прорыве холста, когда под старый холст подклеивают новый. Есть реставрация по очистке от дыма, а есть такие виды работы, которые делают картину ярче и насыщеннее. Иногда на картину накладывают новые пигменты, если картина пострадала при пожаре. Но если больше 50% красочного слоя принадлежит реставратору, то авторство картины уже его, а не прежнего автора. Покрытие картины лаком – это тоже процесс, который может как украсить картину и защитить ее, так и испортить, потому что лак тускнеет. А при снятии старого лака картина может выглядеть совершенно иначе. Также используют ультрафиолетовую лампу, которую направляют на картину и высвечивают те фрагменты краски, которые были добавлены на картину позже остальных. Но хитрые реставраторы стали пользоваться маскировочным лаком, который не пропускает ультрафиолетовые лучи. Таким образом, коммерческий успех во многом зависит от изворотливости и арт-дилеров, и реставраторов. Размер. Коллекционеры любят большие картины, и если будут продаваться картины одного художника одного уровня исполнения, то большая картина будет продана дороже, чем маленькая. Для того, чтобы продавать маленькие картины подороже, аукционные дома оформляют их в большие тяжелые рамы, но далеко не все покупатели ведутся на такую уловку. Они все же предпочитают метровые картины и больше. Но есть предел размера. Если картина не проходит в большой дверной проем, почти никто не хочет ее купить. Потому что мало кому захочется преодолевать сложности с транспортировкой и переносом такой картины в дом и внутри дома. И монументальные полотна продавать очень сложно, об этом сказано в данной книге. Нужно сказать, что миниатюрные картины высокого качества тоже могут быть проданы за хорошие деньги, потому что к ним совсем другое отношение, как к маленькой драгоценности. Вырожденческое искусство. Термин «вырождение» впервые употребил в 1892 году писатель Макс Нордау. Он сообщил, что все современное искусство страдает неврастенией. Нацистский режим объявил все современное искусство недостойным музеем и запрещали даже художникам-вырожденствам покупать краски и заниматься искусством. Агенты гестапо наведывались к художникам и выясняли, чем они занимаются. В связи с этим некоторые художники бежали из страны, некоторые покончили с собой. Такую же политику во времена французской революции проводили республиканцы, которые стремились избавиться от религиозного искусства. Какое же искусство предпочитали нацисты? Им нравились картины, прославлявшие здоровую принадлежность германской нации. Такое течение называлось нордическое искусство. Это должны были быть безупречные картины, полностью завершенные, без каких-либо непонятных элементов.
Когда выставляли нордическое искусство, параллельно с ним выставляли варождеческое искусство, чтобы продемонстрировать убогость этих картин. Кроме того, в книге сказано, что нацисты конфисковывали картины, и даже если они не считали их подходящими для музеев, тихо продавали их с целью наживы на торгах. Если в наше время обнаруживается какая-то картина, которая была отнесена нацистами к вырожденческому искусству, то ее стоимость сразу увеличивается. Пропавшие картины. Какие-то картины висят много поколений без внимания в старых домах. Некоторые картины похищают, другие картины погибают, есть картины, о которых просто забывают. Существуют материалы, указывающие на то, что были некоторые картины, но их давно никто не может найти. В истории остались следы об их упоминании или даже копии картин, но многие картины исчезают бесследно. Когда появляется картина, которая долгое время нигде не выставлялась и не продавалась, она создает ажиотаж на арт-рынке, на нее обращено пристальное внимание. А наоборот, когда какая-то живопись много раз продается, она вызывает неприятные ощущения, как от многочисленных разводов известных людей, и это выглядит как доступность. Подобная запятнанность не придает картине ценности. Реституция. Это возвращение картин, которые были захвачены, например, во время войны в виде трофеев. Картины и скульптуры всегда являлись желанным имуществом, и их стремились захватить. Похищенные произведения искусства должны быть возвращены на родину. Во время Второй мировой войны масштаб похищений картин был огромен и вызывал трудности с возвращением их обратно. И последние конфликты подобного рода в мире искусства были окончены спустя 40-45 лет после окончания войны. Через такой период времени картины, как правило, возвращаются потомкам хозяев, потому что прежние хозяева к этому времени уже умирают. Иногда картины не могут быть возвращены семье, потому что живых потомков не остается. И тогда картины продаются, а деньги отдаются благотворительным организациям. Известны случаи, когда во время нацистского грабежа люди пытались спасти картины от разбоя и закрашивали подписи, чтобы нельзя было установить достоверность художника. Похищенные картины не могут быть выставлены на аукционе, поэтому существуют целые отделы, которые занимаются выяснением истории того или иного произведения искусства. Особенно надо быть осторожными с покупкой картин, если сделки совершались в Париже во время Второй мировой войны. Именно там были поставлены на поток торги с похищенными картинами, но экспроприацию устраивали не только немецкие нацисты. Советский Союз также привозил похищенные картины как получение репараций. Картины, привезенные из Германии, хранились в запасниках Пушкинского музея в Москве, и после падения коммунизма они были предъявлены миру. Некоторые картины были до этого везде опубликованы как погибшие во время войны, но их достали из запасников, и картины как будто воскресли, и общество получило возможность ими любоваться. Потомки немецких обладателей пытались вернуть себе эти картины, но у них это, как правило, не получалось. К тому же в книге сказано, что если вы не победитель, шансы вернуть похищенное весьма невелики. На реституции многие зарабатывали целое состояние, в ход шли разные уловки, оплачивали молчание мнимых истцов, и в периоде между 1932 и 1945 еще немало серых зон в области арт-рынка. В целом реституция принесла больше блага, чем зла. Кражи. Самая известная и успешная кража картины – это «Мона Лиза». Ее украл Винченцо Перуджа. Он был плотником Лувра, спрятался в чулане, потом утром снял картину со стены, спрятал под халатом и ушел. Через 2 года его арестовали, когда он пытался продать картину антиквариату. На суде он защищался, что хотел вернуть итальянскую картину на родину. Ему дали 1 год тюрьмы, а потом после апелляции уменьшили срок до 7 месяцев. Существует миф, что крадут для каких-то очень богатых криминальных авторитетов-эстетов, которые якобы хотят единолично обладать конкретной картиной. На самом деле это вымышленная история. Были, конечно, случаи, когда не слишком дорогие картины крали, чтобы ими обладать. Но в большинстве случаев картины застрахованы, и если случается кража, страховой компании предъявляется иск. Компания, понимая, что ей надо выплатить 10 миллионов, готова выкупить у злоумышленников картину за 1 миллион и соглашается на такую сделку. Получив картину, оплатив за нее злоумышленникам, страховая компания становится обладателем этой картины. Эта компания может выставить картину на аукцион и продать ее, например, за 20 миллионов, ведь рыночная стоимость картины все время возрастает.
Иногда продавцы нелегальными товарами предлагают картины в уплату, и тогда ценные произведения искусства попадают в грязные руки до тех пор, пока не найдется кто-то, кто выкупит картину и не вернет ее в нормальную обстановку. Можно сказать, что это тяжелое испытание для произведения искусства. Если пойманный взломщик будет осужден за оригинальную картину, он получит большее наказание, чем если докажут, что картина подделка. Тогда похитителю грозит менее строгая кара. Приобретение предметов искусства. Когда потенциальные клиенты приходят на аукцион, их обуревают разные чувства, похожие на влюбленность. Это и страх, и волнение, и надежды, и восторги, и сомнения. Кто-то желает купить картину и боится, что она ему не достанется. Другие стараются покупать напрямую у арт-дилера, пока коллекционеры не получили доступ к этой информации. Когда лот выносят на подиум, учащенно бьется сердце. Возможно, некоторые коллекционеры находят в таких сделках определенный азарт, но нужно понимать, что это не дешевый вид хобби и доступен немногим. Каталогизация. При составлении каталогов для аукционов каждая картина описывается только строго определенными словами и терминами. Нельзя путаться в понятиях и названиях. Этим занимаются специальные люди, которые хорошо разбираются в искусстве, стилях, течениях и художниках. Современные каталоги аукционных домов поражают мельчайшими деталями, касающимися лота, отличаются прекрасными иллюстрациями и довольно внушительны по массе. Если сравнивать описание каталогов музеев и аукционных домов, они отличаются. Музеи могут описать картину как незавершенную, темную, зловещую. Если аукционный дом такое напишет в каталоге, эту картину никто не купит. Поэтому там формулировки совершенно другие. Например, трогательное полотно, подводящее итог исканиям всей жизни художника, приглушенные тона и отчетливый лаконизм. Кристи и Сотбис. Эти аукционные дома появились в XVIII веке и являются прекрасным способом продажи дорогостоящих предметов роскоши, которыми являются и картины. Аукционы отличаются от продажи арт-дилеров. Арт-дилеры ставят максимально высокие цены и потом сбрасывают их, чтобы довести дело до продажи. Аукционы ставят минимально возможные цены в надежде, что будут ставки, и лот можно будет продать дороже за максимально возможную предложенную цену. Часто произведения искусства продаются по огромным ценам благодаря лихорадке, которая происходит во время проведения аукциона. Кристи и Сотбис отличаются по производимому впечатлению и традициям внутри этих аукционных домов. Об этом вы прочитаете в книге, но в целом механизм аукционов у них похожий, и торги произведений искусства приносят хорошие доходы. В книге высказана такая мысль, что на втором месте после страхований аукционный бизнес – самый безопасный вид мошенничества. Аукционы ничем не рискуют, получают большие проценты от сделок, и одни и те же картины иногда продаются много раз. К тому же в 21 веке аукционные дома сами создают репутации художникам и произведениям искусства, активно влияют на цены на арт-рынке. Благодаря хитрым маркетинговым ходам и финансовым механизмам за последние 50 лет аукционные дома научились продавать произведения искусства за максимальную цену. Коллекционеры. Сегодня коллекционеры должны быть богаты, потому что приобретение ценных картин – это финансовое вложение. Покупая картины, как правило, коллекционеры рассматривают их как инвестицию. Самые крутые коллекционеры в мире из семей коммерсантов. Они, обладая большими состояниями, могут позволить себе тратить деньги на дорогостоящие коллекции. Некоторые коллекционеры завещают свои коллекции музеям, обретая таким образом бессмертие, потому что таким образом их имя запечатлено в истории музея, и многие поколения будут ими восхищаться. Ремесло арт-дилера было изобретено в Париже Полем Дюран-Рюэлем. Он открыл миру импрессионистов. Он преподнес свою торговлю как открытие талантов и облачил свой бизнес ореолом любви к искусству. Коллекционеры, которые хотят получить доступ к картине, нередко считают арт-дилера препятствием и стараются его обойти. Но опытные арт-дилеры способны помочь художнику стать богатым и знаменитым, если арт-дилер видит в нем перспективы. Сегодня арт-дилеры стали более могущественными, они открывают собственные галереи, устраивают выставки, создают шумиху вокруг необходимых картин. Некоторые коллекционеры, не разбирающиеся в цене и в искусстве, считают высокую цену гарантией высочайшего качества живописи. Поэтому художникам не рекомендуется слишком дешево продавать свои картины. Новые рынки. Сегодня новыми развивающимися арт-рынками стали Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Бразилия. Когда страна добивается экономического роста, богатые люди стараются приобретать западную живопись.
И сегодня даже представители стран Азии готовы покупать привычные нам европейские картины. Покупка таких шедевров подтверждает их принадлежность к национальной элите. Но некоторые коллекционеры обладают хорошим вкусом и приобретают действительно качественную живопись, эстетически привлекательную и изысканную. Выставки – это собрание предметов искусства, которые демонстрируют публике в какой-то период времени. Художнику необходимо участвовать в выставках, но часто это доставляет определенные проблемы. Во время проведения выставки определенного художника можно успешно продать его картину, если она у вас есть. Пока внимание публики привлечено к проводящейся выставке, связавшись с арт-дилером или аукционом, можно выставить картину на торги и выгодно ее продать. Для того, чтобы привлечь внимание к выставкам, музеи еще прибегают к такому способу, как спонсорство. Эксперты. Профессиональные эксперты в арт-бизнесе обладают художественным чутьем. Те, кто постоянно работает в этой среде, развивают интуицию, позволяющую быстро оценивать перспективную стоимость той или иной картины. В этой области нередко возникают конфликты интересов, например, когда научные эксперты не могут сойтись в одном мнении о стоимости картины с арт-дилерами. Ярмарки – это ответный удар арт-дилеров аукционным домам. На ярмарке галереи свозят своих экспертов и устраивают тамбурную деятельность. Художникам не всегда полезно там присутствовать лично, потому что это может негативно сказаться на их психологическом состоянии. На ярмарках есть два вида покупок. Можно сразу при открытии ярмарки покупать все дорого, пока картину и скульптуры не купил кто-то другой, либо ждать последнего дня выставки и, сбивая стоимость, покупать все по заниженным ценам. Культурное наследие. Считается, что страны должны сохранять свое культурное наследие, но в каждой стране свое отношение к этому вопросу. И довольно сложно определить границы, когда государство может вмешиваться в частные сделки, а когда нет. В некоторых странах нельзя вывозить произведения искусства за границу, а в некоторых это представляет большую трудность в получении разрешающего документа. Инвестиции. Первыми вкладывать деньги в искусство и наживаться на этом стали британские аристократы во время Французской революции. Во второй половине XIX века зарождающийся класс коммерсантов рассматривал искусство как средство обогащения. Сегодня существуют инвестиционные фонды, помещающие средства вкладчиков в предметы искусства. Это довольно рискованное занятие, потому что картины требуют расходов – страхование, хранение, реставрацию. И инвесторы лишены радости обладания картинами, которой могут похвастаться коллекционеры. Также автор выражает свое субъективное мнение, какое количество денег человек готов потратить на картину, исходя из своего состояния. Есть мнение 1%. Если вы тратите на картину 10 тысяч, значит у вас есть миллион. В этой книге есть еще разные сведения, которые я упустила, потому что посчитала их не слишком важными для данного обзора. Если вы хотите, вы прочитаете это все самостоятельно. Я надеюсь, что мой литературный обзор вам понравился. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями и в социальных сетях. Благодарю всех за внимание. С вами была Полли. Всем пока.